смотри! Зай, смотри! Она реально горит. Жек, хватит снимать, полицию вызывай. Знаю я, с какой скоростью летел. Километров 100, наверное. Он Зая все на телефон снимала, да, Зая? Угу. Я всегда все снимаю. У меня к вам совет. Что бы вы ни снимали, снимайте в более укромном месте. А это видео придется изъять. Я ж надеюсь, вы не успели выложить его в интернет? Угу. Он здесь не ловит. Ой, беда, холера. Миша, иди сюда. Проследи, чтобы видео было удалено из телефона. Давай. Так, у меня здесь все. Можете забирать. Инга Викторовна, ну что у вас? 2 трупа. Судя по всему, парамедики. К счастью, ехали одни без пациента. А у вас какая информация? По предварительным данным, ДТП наступило из-за отказа тормозов. Ух, Олег Анатольевич, как обычно показывает практика, тормоза никогда не отказывают просто так. В 90% случаев по статистике. Ну, а про погибших что-то можете уже сказать? Могу. Документы и одежда уничтожены полностью. Поэтому пока только то, что оба погибших мужчины. Водитель пенсионного возраста, а пассажир моложе. Судя по тому, что суставы не так изношены, лет 40-45. Да, не густо. А причина смерти? Пассажир погиб при ударе головой о лобовое стекло. А вот с водителем все гораздо интереснее. У водителя нет характерных для такого ДТП повреждений ни головы, ни грудной клетки. Обычно при такой аварии ребра ломаются, а здесь ребра целы. И что это значит? А это значит, Олег Анатольевич, что в момент аварии тело находилось в горизонтальном положении, с сильным креном вправо. То есть он не сидел, а лежал? Ну как такое возможно? А так, на момент аварии водитель был уже мертв. Так что тормоза здесь ни при чем, Олег Анатольевич. У нас двойное убийство. С чем я вас и поздравляю. Верхний покров тела Ростика обгорел полностью, но внутренние органы вообще не пострадали. Легкие чистые, дыхательные пути чистые. Знаешь, о чем это говорит? Нет. О том, что на момент возгорания автомобиля водитель уже не дышал. Видите вот эти мелкие кровоизлияния под плеврой и на внутренней стороне желудка? Угу. О чем говорят? Не знаю. Подсказку хотите? Да. Такие еще в головном мозге бывают. А это означает то, что у водителя случился инсульт? Ростик, ну ты серьезно? Это означает, что на момент аварии, незадолго до нее, водителю был введен сильный цереброспинальный яд, либо сильнодействующее обезболивающее. Мне нужна токсикология печени срочно. Так быстро, как сможешь. Ой, что ж за день такой, а? Все впустую. Номера на УАЗике фальшивые. Заявление об исчезновении кого-либо подходящего по описанию не поступало. Может, хоть вы порадуете чем-нибудь? Сюда идите. Видите вот эту пластину белую? Ну? Трепанация черепа была 3 года назад. Черепно-мозговая травма. Также имеются следы перелома в берцовой кости. То есть он уже бывал в аварии? Однозначно. Да, но поиск жертвы с черепно-мозговой после аварии равносильно поиску иголки в стоге сена. Вот сюда смотрите внимательно, Олег Анатольевич. Видите, какое плотное прилегание пластины к костной ткани? Почему, знаете? Нет, конечно. Это биокерамика. Очень редкий, дорогой материал. От 20 до 40 тысяч долларов стоит.
Интересно, что такое состоятельный человек делал в старом УАЗике. Вот это вы скажете. Вы же у нас следователь. Наше издательство очень ценит ваш вклад в современную литературу. Но ваша рукопись… Можете не продолжать. Я все понял. Вы думаете, вы первые, кто мне отказывает? Могли бы не утруждать себя, ездить сюда. Нет, вы не поняли. Мы хотели лично засвидетельствовать вам свое почтение. Мы готовы к сотрудничеству. Но ваш почерк, как бы это помягче сказать, мы вынуждены попросить набрать свою рукопись на компьютере. Так это не отказ? Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Ольга Николаевна сейчас подойдет. Да, спасибо. Добрый день. Добрый. Кофе? Чай? Нет, благодарю. А мне покрепче сделай, пожалуйста. Прошу вас, присаживайтесь. Да. Я постою. Ольга Николаевна, биокерамику в нашей стране производят в 2 лабораториях. Лучше считается у вас. Это действительно так. С нами работают не только отечественные, но и зарубежные нейрохирурги. Благодарю. Да. Это Там биокерамика страшно дорогая, а у нас качество не хуже, а цена ниже. Это все чудесно, но нас интересуют наши специалисты, которые работали 2-3 года назад. Вы что-то о них помните? Я прошу меня простить. Я действительно не помню. Знаете, оставьте свои контакты секретарю, и если я что-то вспомню, я обязательно дам вам знать. А сейчас я прошу прощения. У меня очень важная встреча. Ольга Николаевна, один момент. Хочу сделать вам комплимент. Вы такая красивая женщина. Я, пожалуй, тоже задумаюсь о пластике в вашем возрасте. Я не понимаю, к чему вы клоните. А я к тому, что не поздновато ли для девичьей памяти? Сколько человек знало о биокерамике 2-3 года назад? Всего несколько специалистов-нейрохирургов. Мне очень странно, как вы могли забыть имена людей, которым вы обязаны всем этим, с которыми вместе вы это все начали. Благодарю вас, разговор закончен. До свидания. Инга Викторовна, что вы опять творите, а? Вы хоть понимаете, что Харунжия даже не свидетель? И формально заставить ее давать показания я не могу. И вместо того, чтобы помочь мне извлечь из нее информацию, вы опять прете как танк. Я пру как танк. А ничего, что вы стоите и уши развесили, а она вам врет прямо в лицо. Лучше бы спасибо сказали. За что? За то, что вы мне допрос завалили? Я не удивлюсь, если она вообще откажется с нами сотрудничать. С вами, может, и откажется. Поехали уже, хватит ныть. Спасибо. Я на троллейбусе. Как угодно. Тук-тук. О, Вилка, привет, заходи, садись. У тебя новый кабинет. Я, между прочим, зав. Отделением. Забыла? Мне по должности положено. Ну и потом я вообще что хочу, то и ворочу. Неплохо. Ты от Вилкаса? Угу. Ну как он тебе? Нормально вроде. Но давай все-таки результатов обследования подождем. Ты на человека смотри, а не на обследование. Вилкас сегодня утром, как юный влюбленный, обнимается с какой-то дамой, представляешь? А хоть чаю? Только что заварила. Нет, я не пью за рулем. Света, ты уверена, что это Вилкас был? А я не пойму, что тебя так удивляет? Он сколько лет у тебя уже бобылем, а? То-то. Это ты у нас железная леди. А мужики, они без любви чахнут. А потому и болеют. Слушай, а скажи мне, кто из наших нейрохирургов мог 3 года назад биокерамикой заниматься? Не знаешь? Из наших? Никто. А вот в столичном НИИ есть некий доктор Пасечник. Так он на этой биокерамике зубы съел. А ты можешь мне помочь этого пасечника найти? Ну, через твои связи министерские. У тебя же были? Ну да, были. Да сплыли. Так что, Вилка, я теперь, как и ты, абсолютно свободная женщина. Ну да. Мужики только так не думают. Знаешь, я тоже считала, что я абсолютно свободная женщина и никому ничего не должна. Зато вот Марк,
Самонадеянно полагает, что в город я вернулась из-за него, и что через пару дней буквально я брошусь ему на шею. Ну а как? Но ведь не тут-то было. Нет. Я эту ошибку во второй раз не совершу. Может, все-таки, У нас неделю лежат 2 неопознанных трупа. И никаких зацепок. Почему же никаких, Степан Степанович? В бардачке УАЗика мы обнаружили хирургический набор, который практически не пострадал от огня. Так вот, на некоторых инструментах есть несколько отпечатков пальцев. Правда, их нет в нашей базе данных, и кому они принадлежат, сказать сложно. Да. Понятно. Где Инга? О. Я его нашла. Кого? Эдуард Михайленко, 42 года. Ведущий нейрохирург столичного НИИ. 3 года назад попал в аварию, после чего прекратил практику и переехал в свой родной город, то есть к нам. Аплодисменты Инге Викторовне. Подожди. Почему ты решила, что это наш хирург? Потому что только что я разговаривала с неким пасечником, который оперировал Михайленко 3 года назад, после как раз той самой аварии. И Михайленко был к пасечнику на консультацию записан, только не явился. Интересно, почему? Так здесь как раз все понятно. А интересно, Зиновий Викентьевич, вот что. Почему Харунжия пыталась скрыть знакомство с Михайленко и с пасечником? Может быть, вы, Олег Анатольевич, знаете? Хороший вопрос. Через полчаса Олег Анатольевич придет супруга Михайленко, чтобы опознать тело. Вы присоединитесь? Или предпочтете сами вести расследование без моей помощи? Присоединюсь. Пойду готовиться. Инга Викторовна. Здравствуйте. Вы готовы? Это ваш муж. Давайте-ка мы с вами присядем. Можно мне, пожалуйста, воды? Да, конечно. Я не уверена, что это Эдик. От него практически ничего не осталось. Елена Михайловна, посмотрите на эти вещи внимательно. Узнаете? Это его жетон и его кольцо. Он сказал, что он поехал в столицу на консультацию к доктору Пасечнику. У него после аварии сильный тремор был. Не мог оперировать, очень переживал. Он часто туда ездил. Потом головные боли начались, и денег на новую операцию не было. Скажите, а с кем он в последнее время общался? Может, вы замечали что-то странное в его поведении? Простите, можно я воздухом подышу? Да, конечно, идемте. Головные боли, значит? Интересно. Ольга Николаевна, мы точно знаем, что вы были знакомы с Михайленко, с его женой. Вопрос. Зачем надо было это скрывать? Я не понимаю, в чем меня подозревают.
Вас, Ольга Николаевна, подозревают в преднамеренном убийстве, инсценированном под ДТП. Инга Викторовна, я вас прошу. Олег Анатольевич, а если перед вами не свидетель, а подозреваемая? Вы можете это доказать? Посмотрите. Это что, преступление? Это ваш мотив, Ольга Николаевна. Многомиллионный контракт с австрийской фирмой. Разве не повод избавиться от умирающего пациента? Господи, бред какой. МРТ головного мозга Михайленко. Видите вот тут темную область? Михайленко мучили головные боли. Я эту область вскрыла. Знаете, что я там нашла? Откуда мне знать? НК-клетки. Иммунокомпетентные клетки, которые организм вырабатывает как реакцию на воспаление. Знаете, во сколько раз больше нормы я обнаружила этих клеток под пластиной Михайленко? И? Вы не использовали биокерамику. Вы использовали дешевый фотополимер. Если бы наша биокерамика была низкого качества, австрийцы не захотели бы купить нашу технологию. Ваши технологии австрийцы заинтересовались только лишь через несколько лет. А до этого вы набили руку на таких, как Михайленко, и впоследствии заменили технологию. У вас нет доказательств. Доказательства – это же вопрос времени. А вот мотив у вас был самый настоящий. Вы не были заинтересованы в том, чтобы история с Михайленко когда-нибудь всплыла наружу. Да я понятия не имела, что у него проблемы. Да вы что? А его жена утверждает, что он был у вас 3 раза. Зачем приходил? Требовал денег на повторную операцию? Так, без адвоката больше ни слова. Здравствуйте, Инга Викторовна. Привет, Ростик. А можно задать вам вопрос? А что вы тут делаете? Ты похудел, что ли? Девушка не кормит. Инга Викторовна, у меня нет никакой девушки. Ну нет, значит, будет. Иди сюда, наклонись. Вот смотри, это пластина Михайленко. Ты на ней видишь характерные для биокерамики поры? Честно говоря, нет. Вот и я не вижу. А это значит, что это не биокерамика, а полимер. У тебя что? Пришли результаты токсикологии. В крови водителя обнаружена гремучая смесь из дроперидола, сочетание с фентанилом и тримиперидином. Это препараты группы А. Такие в обычной аптеке не купишь, нужен специальный доступ. Вот именно. А у нашей подозреваемой такого доступа не было. Добрый день. Да. Зиновий Викентьевич, good morning. Спим на работе, да? Ничего не спим. Олег Анатольевич, трудимся в поте лица. Трудимся. И что вы натрудили? Беда, Олег Анатольевич. Что опять не так? С номером двигателя беда. В нашей базе данных его нет. Можно, конечно, попытаться пробить через базу данных Министерства обороны. Там такие УАЗики числились. Но у меня доступа нет. Ясно. Да, чуть не забыл. Ребята, салон разобрали. Олег Анатольевич, вы перчатки наденьте и опустите капот. Смотрите, что нарыли. Надеюсь, там нет отрезанных голов. У меня желудок слабый. Так, пиво отечественное, светлое. Я вот, Олег Анатольевич, больше не фильтрованное люблю. А вы? Да я как-то не люблю пиво. Серьезно? Какой вы скучный. Даже поговорить с вами не о чем. Давайте вернемся к делу. Легко. Упаковка заводская, следов повреждения нет. Не просроченные на полгода. Слушайте, может, они забыли просто об этом? А почему они холодильник тогда не забыли подзарядить? Это странно.
5 дней назад произошла авария, а холодильник все еще работает. Да, но он плохо работает. Пиво теплое. Вообще, все это очень странно, потому что они аккумуляторы возили. Тайник обустроили. Да, слишком много чести для 2 банок пива. А я думаю, что здесь не в пиве дело. Ребят, что у вас происходит? Степан Степанович, есть подозрение, что в этом холодильнике перевозили донорские органы. Донорские органы? Вы хотите сказать, что Михайленко со своим водителем в этом холодильнике перевозил донорские органы? Бред, это очередной бред. Да, именно это я и хочу сказать. Холодильник, пиво в нем, машина допотопная – это все прикрытие на случай задержания. Ну, хорошо, допустим. Но факты. Ростислав Валентинович, Да. а почему так долго? Учитывая странный температурный режим холодильника, мы решили проверить его на наличие редких консервантов. И оказалось, что на дне холодильника имеют следы кустодиола. Консервант, который используют при перевозке донорских органов. Молодец, Ростик, садись 5. Ну, допустим. Но это все ничего не доказывает. Пока вы не найдете ДНК человека, пока вы не найдете заказчика донорских органов, это все. Степаныч, я уже все узнал. Полгода назад Иннокентий Конюка, заведующий урологией областной больницы, организовал программу по пересадке донорских органов. У нас есть заказчик. Ну, хорошо. Работайте. Будем работать. Я пойду поработаю. Иннокентий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Вам знаком вот этот человек? Разумеется, это Эдик Михайленко, мой одноклассник. Я опаздываю. Что случилось? Когда вы видели его в последний раз? 3 года назад на встрече выпускников. Что? Дело в том, что ваш одноклассник умер, но это полбеды. Мы думаем, что при жизни он торговал донорскими органами. Я при чем? Скажите, а который сейчас час? Роскошная модель. У нас есть основания полагать, что вы приобрели эти часики не без помощи вашего подельника Михайленко. Часы, как и клиника, это подарок жены. Мы узнавали по документам, клиника ваша, как и автомобиль VIP-класса, как и частный загородный дом. Не слишком ли роскошно для заведующего областной урологией, а? Извините, если это у вас все, то я пойду. Меня ждут. Пусть подождут немножечко. У нас еще несколько вопросов. У вас в клинике ведь есть доступ к препаратам группы А, не так ли? И не мне вам объяснять, что доступ к таким препаратам есть далеко не у всех. В крови водителя, который возил вашего подельника Михайленко, обнаружен такой препарат. Поговорим? Или нам все-таки к прокурору сходить за ордером? Поговорим. Алло? Ну, конечно, соскучилась. Ты шутишь? Я почему-то целый день о тебе только и думаю. Только не говори, что ты тоже. Хотя мне было бы приятно. Так ты заедешь? Только не опаздывай, если не хочешь пропустить сюрприз. Ну? Да ничего хорошего. Поговорил с женой Конюки. Она подтверждает, что в ночь убийства он был дома. Плюс, согласно налоговой декларации, составленной его адвокатом, все его имущество – это подарок его тестя, богатого бизнесмена. У вас что? Да тоже ничего хорошего. Я достала кустодиол из клиники Конюки. Не спрашивайте, как я это сделала. Я его сравнила с кустодиолом из нашего автохолодильника. Кустодиол, который использовался в клинике Конюки, дорогой немецкий, а у нас дешевый индийский. Ну, ясно. Подозреваемого у нас опять нет. Да, Ростик. Сейчас придем. Ну что тут, Ростик, рассказывай. Я вроде бы 1000 раз все проверил. А тут смотрю винтик, дай думаю, посмотрю, что под ним. А там кровь. Ну и что он надает? Какое отношение имеет к аварии? Не все сразу, Олег Анатольевич. Ростик, ты молодец. Быстро кровь на ДНК-анализ. Уже. Я ведь кандидатскую по генетике пишу. И решил разбить найденный материал на частицы нуклеотидов ДНК. Ростик, вы серьезно? Это очень важная улика. Мы 2 недели ее ищем. Инга Викторовна, не кричите, пожалуйста, на меня. Прочитайте. Пожалуйста. Да, мы в лаборатории сейчас.
В кариотипе 47 хромосом и лишнее в 21 паре. И что это значит? Это, Олег Анатольевич, значит, что органы, которые перевозили в этом чемоданчике, принадлежали либо человеку с синдромом Дауна, либо человеку с трисомией. То есть болезнь Дауна – это… Не болезнь, а синдром. А в чем разница? Это одно и то же. Просто болезнь можно вылечить, а синдром нельзя. У людей с синдромом Дауна лишняя 21-я хромосома вызывает осложнения серьезные в виде проблем с почками, печенью, легкими, сердцем. Но бывает, что такая геномная мутация не все органы повреждает. То есть отдельные органы могут быть здоровы? Да. Поэтому ты решила, что эти люди могут быть донорами черных трансплантологов? Нет, не только поэтому. Я в 50 километрах от города нашла дом престарелых, где кроме стариков еще содержатся одинокие люди с синдромом Дауна. И угадайте, какая туда ведет самая короткая дорога? Там, где нашли наш УАЗик. Впечатляет, впечатляет. Но все-таки я хотел бы посмотреть отчетность о смерти ваших пациентов за последние 3 года. Я так понимаю, ордера у вас нет? Значит, мы можем ничего не показывать? Да, но… Да ладно, знаю, что вы сейчас скажете. В интересах следствия и всякое такое. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы уже 3 года работаем с Европейским фондом. Солнечные люди. Они нам выделяют деньги на ремонтные работы и медицинские потребности. Как известно, европейцы очень любят знать, на что именно идут их деньги. Поэтому, знаете, к проверкам мы уже привыкли. У нас все чисто. Да и скрывать там нечего. Сашенька, Саш, а неси-ка фиалки туда, мы их посадим, чтобы ты их мог видеть из своего окна. Молодец. Это наш главврач Ирина Санна. Ирина Санна, познакомьтесь, это Олег. Просто Олег. Очень приятно. Я на минуту отлучусь. Что я упускаю? Что я упускаю? Здрасте. Здрасте. Ну, хвастайтесь. Так нечем, все чисто. Нет, так не бывает. Не бывает, все абсолютно чисто. Знаете ли, бывает, Инга Викторовна. Не в вашем случае, похоже. Можно? Можно, конечно. Я трижды все перепроверил. За последние 3 года в доме престарелых умерло всего 5 стариков. По пациентам с синдромом Дауна вообще ни одной смерти. Не-не-не-не. Слишком все идеально. Я все-таки предлагаю сосредоточиться на поиске хозяина УАЗика. Кстати, Минобороны подтвердила, что машина с таким номером двигателя числится на расформированной воинской части номер 93. Недалеко, кстати, от места ДТП. Пока вы будете шерстить заброшенные воинские части, погибнут еще люди. Инга Викторовна, я вижу, у вас сложилось впечатление, что вы можете вмешиваться в ход следствия. Спешу вас расстроить, это не так. Решать, какую версию отрабатывать, какую нет, буду я. Потому что следователь я. Ясно излагаю? Олег Анатольевич, позвольте и мне тоже ясно выразиться. Я знаю, воспитанные люди вытирают ноги за порогом. Вас не учили в детстве? Благодарю. Черт. Не может быть. Что вы делаете? В кои-то веки, Олег Анатольевич, ваша неряшливость толкнула следствие вперед. Алло?
Умоляю, скажи, что ты же под дверью. Как ты не можешь? Ты шутишь? Прости, я очень хочу, но сегодня действительно не могу. А знаешь, что самое смешное? Что у тебя катастрофически стало не хватать на меня времени ровно с тех пор, как в городе появилась вилка. Забавное обстоятельство, не находишь? Да что ты себя возомнил? Ты думаешь, я буду ждать тебя вечно? Чёрта с два! И раз, два, три, четыре. Как видите, мы стараемся для наших пациентов. У нас среда, йога, четверг танцы. Мама ваша любит танцевать? Обожает. Саш, кто это опаздывает? Ну бегом, занятия начались уже. Ну замечательно, если танцевать любит, значит привозите ей здесь, у нас понравится. Скажите, а вот солнечные люди у вас просто по территории ходят? Это же опасно может быть. Кто, Саша? Да я его спрошу, он замечательный мальчишка. Но если вашей маме это не понравится, мы создадим все условия. Пойдемте, мне еще надо столько всего вам показать. 6, 7, назад. Это Анатолий Золотаревский, 62 года. Майор в отставке, бывший начмед воинской части номер 93. Так это, получается, наш неопознанный труп? Он самый. К счастью, нашлись у меня друзья в военном ведомстве. У них-то и сохранились пальчики Золотаревского. Кстати, наш УАЗик он выкупил перед самым уходом на пенсию, ну, не как автомобиль, а как неподлежащий восстановлению металлолом. Так вот, почему мы не могли его найти. Слушай, спасибо, Степаныч, помог. Да, не за что. Да, ты что делаешь? Ингу найди! Что она еще в какую историю не вляпалась. Саша? Да. Привет. Привет. Меня Инга зовут. А меня Александр. Мне Ирина Александровна сказала, что у тебя бок чесался. Ну да, чесался. Можно я взгляну? Саш, а хочешь на машине покататься? Ну, если можно. Конечно, можно. Смотри, вон моя машина стоит. Красивая, да? Сипочка, да. Садись. «93-я воинская часть». Маршрут построен. Очухалась? Сейчас мы это исправим. Меня будут искать и в любом случае обязательно найдут. Да брось ты. Никто тебя искать не будет. Тем более здесь не найдут. А если и найдут, так мы тебя к тому времени разберем на органы. Инга Викторовна, ну где же вы, ну? Вот это что там было в шприце? Фентанил, да? Умная, да? Фентанил. Ну хорошо, выпотрошите вы меня, а дальше-то что? Куда вы эти органы денете?
Почки, понятно, конюка заберет. Конюка – это мелкая сушка. Повыше кто-то. Столица, да? Не нейрохирургия, пасечник. А ты подготовилась. Да Михайленко же с пасечником вместе в этом НИИ работали. Михайленко себе черной трансплантологией на повторную операцию решил заработать, да? Вот он-то тебя на все это и подбил, да? Ну нет. Идея вырезать именно одну почку, чтобы не было заметно, принадлежит мне. А схему, да, придумал Эчка. А где познакомились с ним? В институте. Эчка был светлая голова. Зачем вы убили-то эту светлую голову, а? В смысле убили? Это был несчастный случай. Хочешь, докажу тебе, что это было преднамеренное убийство? А давай здесь поподробней. Ручки развяжи и водички. Во рту пересохло. Твою мать, Инга Викторовна. Вот тварь. Значит, это она. Это все она. Она это кто? Жена моя. Сочувствую. О, как вы вовремя, а? Благодарю вас. Развяжите мне скорее. У меня так левая рука затекла. О, нет. О, да. Вы. А ты что думала, он? Если бы не я, он бы Эдику сразу отказал, духу бы не хватило. Люд, зачем вы это делаете? Зачем? А по-твоему, я должна всю жизнь потирать задницы этим дауновым пенсионерам? Солнечные люди ненавижу. Вы кого-то ждете? Помощи-то? Она будет, обязательно будет, только мне, а не тебе. Твои потрошка ждут очень серьезные люди. Кстати, Морфий, очень хорошо тебе понравится. Не спать. Молодец, давай, хорошо. Не спать. Умничка. Ну, а теперь давай посчитаем барашка. 1 барашек. 2 барашек. 3 барашек. Инга Викторовна, вы как? Ищите налоксин. Налоксин. И быстро вкалите мне в вену. Еще. Налоксин, еще. Так, это все не то. Вы арестованы по подозрению в двойном убийстве и
черная трансплантология. Так, это все не то, черт возьми. Вы кого-то ждете? Очень напрасно, потому что ваши друзья заняты на ближайшие 10 лет. Нашел. Так, все. Потихонечку. Ольга Викторовна, подождите. Так. Держитесь, держитесь. Ольга Викторовна? Ирина Александровна, это выписка из банковских счетов, оформленная на вас и на вашего мужа. На каждом по 70 тысяч евро. А вот это протокол изъятия 85 тысяч евро из сейфа в вашем офисе. И что-то мне подсказывает, что ваш муж об этом не знает. Также он вряд ли знает о том, что вы были любовниками с пасечником и хотели уехать в счастливую заграничную жизнь. Ирина Александровна, в ваших интересах рассказать нам, зачем вы убили своего подельника Михайленко. Это не я. Это жадность его убила. Сначала все шло хорошо. Схема была отработана. Пасечник находил нам клиента, а мы совместимого с ним донора. Эдик проводил операции и отправлял органы в НИИ. Туда шли почки, а оттуда деньги. Но однажды из одной транспортировки защитная пленка порвалась, и почка пришла в негодность. Разразился страшный скандал. Мне пришлось пообещать бесплатный орган, за которым лично приехал пасечник. Когда это было? Где-то полгода назад. А вы тогда решили от своего посредника Михайленко избавиться? Да ничего не решала. Просто во время разговора с пасечником вскрылась очень интересная деталька. О том, что почка на черном рынке стоит 150 тысяч евро, а не 70. Как все время нам впаривал Эдичка. Ясно. И вы решили наказать Михайленко за жадность. Но скажите, а как вы умудрились ввести анестезию водителю, чтобы он отключился не сразу? Все очень просто. У него был остеохондроз шейного отдела позвоночника. Время от времени я делала ему блокады. А в тот раз, кроме блокады, я налила ему чайку на дорожку с барбитуратом. По отдельности эти два препарата вреда бы не принесли. А вместе парализовали центральную нервную систему и остановили дыхание. Неплохо придумано, правда? Да, чудесно. Ну что, по домам? А вы ничего не забыли? Да нет. Ключи, сумка, все при мне. Это все? В принципе, я вам очень благодарна и могу подбросить до метро. После того, что мы пережили вместе, это очень щедро с вашей стороны. Но я устал и воспользуюсь вашей минутной слабостью. В темпе.